Вопрос о второй волне мобилизации, которой, по словам чиновников, не будет, обсуждают очень сильно после Нового года. Опровергать слухи об очередном наборе резервистов вынуждены даже в Кремле. Песков слово о мобилизации назвал провокационными сообщениями. Очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях, и нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал. Но мы все знаем, как умеет врать нам Песков и Путин. Сначала они говорят одно, а спустя пару дней объявляют мобилизацию. И к тому же, приказа об окончании мобилизации нет и не будет. Так что объявлять ее даже и не нужно. Можно просто начать раздавать повестки в метро и подъездах домов, как это было в первую волну. По мнению юриста Александра Помазуева, фактически мобилизация резервистов была просто приостановлена на время осеннего призыва срочников. И он видит признаки того, что за мужчинами скоро снова придут из военкоматов. У государства просто не было ресурсов, чтобы отслеживать одновременно и мобилизацию, и призыв. Призыв закончился, и это освобождает силы. Если говорить о конкретных признаках, здесь, наверное, самое яркое – это указ президента, который постановил сформировать единую базу в системе учета подлежащих призыву граждан, и это делается очевидно, чтобы систематизировать работу по мобилизации в масштабе всей страны. Единая база должна быть готова к апрелю 2023 года. Возможность новой волны мобилизации на войну в Украине настоящему времени прокомментировал руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. Он помогает россиянам избежать мобилизации и отправки на фронт. Мне кажется, что новая волна начнется в начале февраля. Вряд ли позже. Всерьез обсуждать то, что про это говорит Владимир Путин, мне кажется странно. Очевидно, что этот человек врет в каждом своем обращении. Поэтому то, что он говорит, что мобилизации не будет, дополнительный сигнал, что она неизбежна. Большинство людей, конечно, никакие не политические активисты, и они не хотят участвовать в войне в первую очередь потому, что боятся за свою собственную жизнь. Много людей уже уехали из России. И чиновники, у которых, кстати, дети за границей и не будут мобилизованы, рассматривают разные способы наказания уехавших. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты разрабатывают законопроект о повышении налоговой ставки и отмене преференций для граждан, покинувших страну после начала специальной военной операции на Украине. Он также отметил, что подавляющая часть общества считает уехавших предателями. Совершенно непонятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать, подавляющая часть общества не поддерживает их поступок, считает, что они предали свою страну, родных и близких, написал Володин. Тогда мы думаем, что все дети и родственники чиновников тоже предатели. Маразм российских чиновников просто иногда зашкаливает. В Думе сидят воры в законе и рассуждают о предательстве со стороны простых граждан, которым, кстати, не за что воевать, как разве за зарплату в 20 тысяч рублей.